Столица Кипра – Никосия. Это самая южная и самая горячая столица Евросоюза. Почему люди на Кипре выбирают жить без моря? И стоит ли сюда ехать туристам? Правда ли, что в университете Никосия есть целый факультет криптовалют? Короче, скучно нам точно не будет. Давайте начинать. Никосия – это единственный город Кипра, где туриста найти сложнее, чем местного. Но это делает Никосию более настоящей и более интересной для исследования. Будь то узкие улочки старого города или природные окрестности, которые совсем не ожидаешь тут увидеть. Древняя история или современная жизнь, о которой даже не подозреваешь. Кипрская дружелюбность или трагические события, которые украли у Никосии целые десятилетия. Но Никосия – это город, который не зацикливается на прошлом. Город, полный людей с открытой душой. Город с настоящим кипрским гостеприимством. Колосс Ирфатис Телевкосия. Добро пожаловать в Никосию. Никосия – это в первую очередь столица Кипра. Именно здесь расположены главные офисы крупных компаний, правительственные учреждения и консульства. В этом городе решаются все самые важные дела страны. Поэтому для города крайне важно сохранять свой статус столицы, инвестируя в амбициозные проекты и улучшение инфраструктуры. Очутившись в этом городе, вы сразу почувствуете городскую суету. В Никосии нет этого классического курортного средиземноморского вайба. Здесь себя чувствуешь как в настоящем полноценном городе, потому что это и есть в классическом понимании город с широкими проспектами, с местами для отдыха, зелеными зонами, с выделенными полосами для автобусов и с людьми, которые спешат на работу со стаканчиком кофе в руках. Но это первое, что кидается в глаза. А если копнуть поглубже, то начинаются сплошные чудеса. Например, посмотрите, технологичные автобусные остановки, где вы на Кипре увидите что-то подобное с электронным помощником, жидкокристаллическими дисплеями. С 2021 года в Никосии стартовал масштабный проект Smart City. Что это значит? Например, с помощью приложения тут легко можно найти свободное место для парковки. Светофоры работают умнее. Они видят, сколько машин на дороге, и меняют режимы, чтобы ты меньше стоял в пробках. Но это еще не все. В городе поставили умное освещение, которое экономит электричество, и системы, которые следят за чистотой воздуха. Все эти изменения делают Никосию не только более технологичным, но и более комфортным и экологичным городом для жизни. А вот, например, Макариус-авеню заслуживает отдельного внимания. Широкие пешеходные зоны, места для отдыха, продуманные места под коммерцию. Но днем, когда солнышко припекает, здесь немноголюдно, но только посмотрите, как он преображается вечером. Как только солнце прячется за небоскребами, на улицах Никосии становится более людно. И пока не потемнело, все занимаются своими делами. Кто-то шопится, парочки неспешно прогуливаются или сидят в кафешках. В общем, жизнь бурлит. А вот с наступлением темноты авеню снова пустеет. Но от этого она становится еще атмосфернее, потому что вечером Никосия где-то даже интереснее дневной. Свежее так точно. В Никосии можно увидеть следы множества культур. Британское колониальное прошлое оставило заметный след в виде широких проспектов и характерной архитектуры. Турецкое наследие проявляется в узких извилистых улочках и небольших магазинчиках и мастерских.
А уже в наши времена местные архитекторы внедрили в городскую среду стеклянные фасады и современные формы. И это, знаете, создает такое интересное сочетание между старым и новым. Это Белоснежная башня, моя любимая в Никосии. Посмотрите, какие интересно внедрили вот эти зеленые вертикальные сады в современное здание. Еще в отдельный пункт я бы выделил парки Никосии. Именно этим и компенсировали отсутствие прямого доступа к морю. Местные власти строят новые и подходят к этому весьма основательно. Масштабы строительства просто восхищают. Зеленые зоны, как и море, идеальное место для отдыха или занятий спортом. Даже когда на острове наступают засушливые периоды, Никосия умудряется оставаться зеленой. Как вы думаете, где я сейчас нахожусь? Это все еще Никосия. Вы представляете, в городской черте есть настоящий зеленый парк. Это национальный парк. И не просто какая-то там роща, это настоящий густой лес. Можно даже сказать, настоящие джунгли. Называются они Аталаса. И знаете, в чем его фишка? Здесь живут сотни видов птиц, от местных до перелетных. И согласитесь, не каждая столица в мире может похвастаться тем, что природа настолько плотно соприкасается с городской средой. И что интересно, множество видов птиц отлично уживаются вместе и не конфликтуют. Ну да, куда им еще деваться? Не так уж и много подобных озер на Кипре. Национальный парк Аталаса преимущественно состоит из сосен и могучего австралийского эвкалипта. Дело в том, что когда-то эта местность была болотистой. Для того, чтобы осушить эту землю, британцы начали высаживать здесь эвкалипт, который очень хорошо абсорбирует лишнюю влагу из почвы. Вот таким образом эти деревья здесь очень хорошо и прижились. Но, к сожалению, этот же эвкалипт и осушил ту самую единственную речку, которая протекала через центр Никосии, речку Ледра. Вот, можно сказать, такое вот британское наследие у нас и осталось. Сейчас на Кипре высадку эвкалиптов держат под контролем, потому что хоть они и пахнут обалденно, но могут навредить местным экосистемам. Так что, если захотите посадить эвкалипт, имейте в виду, придется сперва взять разрешение у зеленого департамента. Ладно, хватит прохлаждаться в парках. Давайте вернемся в самое сердце Никосии. Площадь Элефтерии заслуживает особого внимания. Все-таки она является одной из визитных карточек столицы. И мне очень нравится, как ее интегрировали. С правой стороны у нас находятся древние средневековые венецианские стены, а сама площадь расположилась в небольшой низине. Это древний венецианский ров, у которого когда-то было совсем другое предназначение. Он защищал жителей города от набегов. А сейчас здесь, посмотрите, очень комфортные парковки, парковые зоны, детские площадки, вот такие интересные фонтанчики и даже небольшие, такие как оазисы, центры современного искусства. Но на самом деле площадь кардинально преобразуется вечером. Проектировало это архитектурное чудо бюро Заха Хадид. Если вдруг вы не знаете, это звезда мировой архитектуры. Ее стиль узнается сразу, футуристическими формами и инновационным подходом к пространству. И еще, большинство зрителей смотрят канал без подписки. Вам всего 2 клика, а для нас самая большая благодарность и сигнал продолжать делать для вас новые видео. Для того, чтобы лучше узнать Никосию, познакомлю вас с Марией. 30 лет назад она переехала сюда из прибрежного Пафоса, работает гидом и расскажет нам множество интересных фактов о городе. Никосия находится в центре Кипра. Почему люди живут здесь, а не в прибрежной полосе? Да, это действительно так. Никосия – единственный внутренний город Кипра, который расположен прямо в центре острова. Еще в X веке нашей эры, в византийский период, здесь была основана столица. Как я уже упоминала, город находится вдали от моря, что делало его менее доступным для набегов арабов, сарацинов и пиратов. Кроме того, город окружен 2 горными грядами.
которые обеспечивают дополнительную защиту. Именно это стало основной причиной выбора Никосии в качестве столицы. Со слов Марии, первые поселения тут образовались еще в бронзовом веке. Вы только представьте, люди жили здесь еще до того, как начали строить египетские пирамиды. С древних времен Кипр переходил из рук в руки. Ассирийцы, египтяне, персы, греки, турки, и каждый оставил тут свой след. Французы дали городу статус столицы. Византийцы и венецианцы успели построить вокруг города огромные стены, чтобы защититься от османов. Но в 16 веке османы все-таки захватили город. А уже в 19 веке британцы взяли остров под свой контроль, аж до независимости Кипра в 1960 году. В 1974 году случились трагические события. Произошло турецкое вторжение, и город разделился на север и юг. С тех пор Никосия – это единственная столица в мире, которая разделена на две части. Многие люди ошибочно называют демаркационную линию границей. Вот киприоты, нельзя сказать, что не любят, когда вы употребляете такое слово. Они, конечно, понимают, что, возможно, вы его скажете по незнанию своему. Но мы считаем, что нельзя назвать эту линию границы, которая разделяет одну и ту же страну. На самом деле, правильный термин, который мы используем и должны использовать, это линия прекращения огня. Это линия прекращения огня 1974 года. И официальное название, термин, который мы также используем, буферная зона. Эта часть контролируется Организацией Объединенных Наций и протяженностью составляет 186 километров. Эта линия разделяет Кипр на две части, что составляет около 2,5% от территории всей страны. Это ничейная земля, и вход в буферную зону никому не разрешен. Итак, мы у самой кромочки зеленой линии. Что она из себя представляет? Здесь это форма стены с колючей проволокой. Видите, кипрский флаг, греческий флаг. Там уже находятся турецкие оккупационные войска. Где-то это просто мешки с песком, где-то это когда-то это были минные поля, сейчас они разминированы. А где-то это, посмотрите, средневековый дом. Мы входим, все в таком заброшенном состоянии. Входим мы, по сути, еще в республике Кипр. А внутри уже оно, по сути, ничейное. Вот эта зеленая линия, это есть некая такая буферная зона. Так вот, мы вошли с вами в республике Кипр. За стеночкой у нас уже турки. Или вот можно подняться по лестнице, по такой красивой лестнице с резниной, с лепниной, и с верхнего балкончика перепрыгнуть к туркам. Или вот выйти в дворик, а вот следующие там несколько комнат, они уже контролируются турецкими войсками. Вот, кстати, кошечка, иди ко мне, солнышко. Мне кажется, только вот кошки и не признают эти границы. Говорят, что же вы, люди, дураки, в 21 веке окружили себя колючей проволокой, какими-то стенами, заборами. Как говорят киприоты, они ждут и надеются, что придут лучшие времена, что страна воссоединится, будет свободной. И они говорят, что этой линии не разделить нас. Да, такие трагические события очень сложно простить и забыть. Но жизнь и любовь – это на самом деле более сильные чувства, никакие линии и преграды этому не помеха. И яркий пример этому – улица Ледра, самая знаменитая, самая узнаваемая улица Никосии. И что в ней такого примечательного, спросите вы? А то, что упирается она в контрольно-пропускной пункт, который ведет в северную, в оккупированную часть Никосии. И тут, в самом конце улицы, десятки лет назад было немноголюдно. Это мягко говоря. Но Сакиса, киприота греческого происхождения, это не остановило. И он открыл ресторан. Все как один говорили ему, что это безнадежное начинание. Когда я решил открыть заведение здесь, многие говорили, что это глупая идея. В этом месте не было даже освещения, а поблизости стояли войска. Наша армия стояла стеной, и никто не мог свободно передвигаться. Я думал, что здесь нет людей, потому что им здесь некомфортно. Атмосфера не очень хорошая, но именно поэтому
я и решил открыться здесь. Я хочу вдохнуть жизнь в это место. Сакис ценит традиции, гостеприимен и по-настоящему понимает, что такое удовольствие от жизни. В его ресторане каждая деталь отражает любовь к культуре, от тщательно подобранного меню до декора, который создает теплую и приветливую атмосферу. Возможно, именно эта атмосфера и делает его заведение таким особенным и любимым среди посетителей. Как вы относитесь к тому, что Никосия разделена на две части? Мой дорогой друг, это чувство, которое разделяют многие. Представь, если бы кто-то занял половину твоего дома, оставив одну комнату тебе и твоей семье, а в другой разместил армию, которая противостоит тебе. Вот так мы и живем. И жить так приходится. Мы надеемся и молимся, и честно ждем, что скоро что-то изменится. Но это уже другая история. Скажите, а с турко-киприотами вы чувствуете себя одной семьей, как братья или нет? Мой друг, в каждой семье есть свои особенности. Иногда кто-то из детей может быть не очень послушным. Так что, да, мы стараемся жить как семья. Конечно, нам хотелось бы жить вместе. Ну, или раздельно, как сейчас. Но с уважением. Думаю, я делала это всего пару раз. Это было 2 года назад, когда я хотела посмотреть на цветы. На севере есть место... Да, я знаю, с тюльпанами? Да, где растут тюльпаны. И когда открыли границу, открылись контрольно-пропускные пункты 20 лет назад. Я хотела увидеть эту часть моей страны, которую я никогда не видела ранее. А для людей, живущих в северных районах, разрешено приходить сюда? Да, с 2003 года, когда открылись контрольно-пропускные пункты, да, они могут приезжать. Эта ситуация все еще оставляет глубокий след в жизни города. Но путь к миру никогда не бывает простым. Я верю в положительный финал. Ведь, как и события столетней давности, аннексия Англии, в конечном итоге принесли положительные изменения, архитектурные вкрапления и дало начало созданию мемориала в честь киприотов, которые боролись за независимость. Подскажите, пожалуйста, какие-то места, которые обязательно должны посетить туристы. Ну, это зависит от того, что хотят увидеть туристы. Однако большинство туристов, приезжающие сюда, посещают Кипрский музей, где представлена история острова. Когда вы отправляетесь в музей и знакомитесь с историей, вы лучше понимаете, куда идете, где находитесь и что вам стоит искать. Это помогает лучше понять современные события. Ну что, так и поступим. Муниципальный музей Никосии – это более 5000 лет истории Никосии и Кипра. Куча экспонатов. Интерактивные уголки можно не только созерцать, но и взаимодействовать с ними. Вход сюда бесплатный, что немаловажно для большой особенной семьи. Работают кондиционеры, поэтому вы хорошо проведете время. Ну, еще и можете отдохнуть после прогулок по жаркой Никосии. А напомню вам, что Никосия – это самое жаркое место на Кипре. И даже деткам здесь будет интересно. Посмотрите, первая экспозиция начинается с геологии. Деткам будет очень познавательно изучать развитие не только Кипра как острова, но и развитие нашей матушки планеты. Музей очень удобно организован. Каждый зал посвящен своей эпохе, периоду или теме. Ходите из зала в зал по стрелочкам и изучаете историю Кипра. Как вы поняли, тут у нас зарождение Никосии и древние времена. Поднимаюсь на мой любимый этаж. Здесь экспозиция связана со Средневековьем, с историей рыцарских походов, с историей венецианцев, французов, тамплиеров. Я, вы знаете, такой маленький большой мальчик, которому нравится все, что связано с рыцарскими походами. Этот зал посвящен XII-XV векам нашей эры, периоду франков, Ричарда Львиное Сердце и крестовых походов. Тут вы сможете насладиться коллекцией керамики и живописи того периода. А вот коллекцию древних карт, где можно рассмотреть Венецианскую крепость, я нахожу особенно интересной.
как говорят многие историки, это была одна из самых неприступных крепостей вообще на всей нашей планете матушка. Она была правильного круга и с 11 бастионами. В каждом бастионе располагался свой отдельный запас продовольствия, медикаментов того времени, снаряжения, и был свой гарнизон солдат. Если пал один бастион, естественно, другие могут уже отдельно оказывать сопротивление. В общем, тут можно затеряться на пару часов, окунувшись в период правления османов. Так закрываешь глазки и представляешь, что 200-300 лет назад кто-то же их одевал, ходил, наслаждался. Представляете, какая энергетика у этих древних вещей? Осмотреть огромную коллекцию украшений. О, здесь настоящий жир пошел. Мне их всегда очень интересно рассматривать. Открыть для себя древние ремесла и прикоснуться в прямом смысле слова к новейшей истории Кипра. Послушать озвучку старых кипрских книг, газет и журналов. Знаете, это как слушаешь какой-то голос из прошлого. И причем по-английски. And Cyprus, by the 10th century, had suffered 400 years of invasion from Syria and Egypt. Знаете, почему детки также любят посещать этот музей? Потому что здесь есть комната, которая называется «Машина времени». Вот здесь будет интересно любому ребенку. Посмотрите, можно изучать историю Кипра с античности до современных времен, отвечать на какие-то вопросы, открывать ящички по вот этим предметам, которые находятся в ящичках, изучать историю Кипра. Например, здесь, видите, какая-то посудина. Здесь у нас что? Здесь у нас, видите, настоящий рыцарский плащ. Здесь у нас корона. Видите, настоящая корона. То есть обязательно приходите сюда с детьми. Поверьте мне, они не будут вас просить побыстрее уйти с этого музея, захотят как можно дольше здесь остаться. На Кипре мы много едим и пьем. Но не просто ради еды. Мы это делаем ради компании, для общения с семьей, коллегами и друзьями. Однажды один шеф-повар сказал, что лучшая сделка, самая значимая сделка в нашем мире заключается за столом с едой. И я полностью согласен с ним. Сакис настоятельно порекомендовал попробовать мезе. Это еще одна крутая традиция на Кипре. Что такое кипрское мезе? Это некое ассорти из многих блюд. Помимо основного блюда, мяса, которое подается в конце, до него вам принесут кучу всякой вкусности. Мезе заказывают минимум на двоих, а в нашем случае на троих. У меня за кадром тут еще оператор и режиссер. В общем, вы поняли, чем больше народу за столом, тем больше закусок тебе и принесут. И начинается каждый мезе с классики, а именно с кипрского салата. Везде его называют по-разному. Где-то греческий, где-то кипрский, где-то просто деревенский салат. Тут особо выдумывать не нужно. Свежие помидоры, огурцы, оливки, фета и настоящее экстра-вирджин оливковое масло. И, кстати, как говорят владельцы ресторанов, главный секрет греческого салата в том, чтобы овощи разрезать прямо перед подачей. Салат отлично разогрел аппетит, и пора переключаться на следующий кулинарный хит. Цукини. Но не просто цукини, а в панировке. Нежнейший цукини, который тает сразу, как попадает на язык. Слегка остренькие, но самое главное, что я очень люблю, здесь еще есть цадзики. Цадзики – это греческий соус из йогурта с огурцами, чесноком и укропом. Он – это неотъемлемая часть мезе и отлично сочетается с цукини. Далее, шарики из цукини. То есть я так понимаю, что это фарш, смешанный с самим цукини. Мясо почти не чувствуется. Чувствуется вот эта глубокая консистенция цукини, не перченая, в отличие от того, что я ел до сих пор. Хрустит во рту. Далее баклажан, но не простой баклажан. Как объяснил нам владелец заведения, это секретный рецепт, который он узнал от монахов с монастыря Афона. Секрет баклажана в том, что их готовят на открытом огне только с натуральными ингредиентами. Благодаря этому они обретают нотки дымка, и на вкус это просто фантастика. Но деликатесы на этом не заканчиваются. Ведь следующий на очереди кипрский сыр халуми. Но не просто сыр халуми, а сыр халуми с греческим сыром фета. Честно говоря, впервые ем халуми в таком исполнении. Вот он внутри халуми, а снаружи фета. Кстати, что мы вина не заказали? Сейчас закажем.
Ну и пока мы заказываем вино, Сакис принес главное блюдо нашего вечера. This is Kleftiko, the famous Kleftiko in Cyprus. Приятно аппетита. Thank you. Это самое знаменитое из всех знаменитых кипрских блюд. Это культовое блюдо клефтико. Кипрское клефтико – это настоящее кулинарное волшебство. Мясо баранины, пропитанное специями, нежно запекается в печи вместе с ароматным картофелем и луком на протяжении более 4 часов. Нежнейшее мясо, в меру посолено, в меру поперчили и абсолютно не пахнет бараниной. Вот часто слышу, что многие люди не хотят есть баранину, потому что говорят, она резиновая, она вонючая. Вы знаете, что я отвечаю таким людям? Вы никогда не пробовали настоящую кипрскую баранину. Во-первых, барашек должен быть молодым, а не моим ровесником. И к тому же представьте, что здесь получается, когда мясо запекают от 4 до 8 часов. Смело могу сказать, что не попробовав кипрское мезе, вы как будто бы не побывали на Кипре. Но будьте осторожны, нужно приходить голодным. Не налетайте сразу на еду, потому что его подносят, и все самое такое мощное, сочное мясо приносят в самом конце. Халиорекси. Приятного аппетита. А вот финансовая столица сейчас все-таки Лимассол или Никосия? За последние 5-10 лет, я думаю, что Лимассол стал очень привлекательным для иностранных инвестиций и так далее. Но Никосия по-прежнему является серьезным местом для инвестиций. Вся инфраструктура здесь. Все правительственные службы, офисы и все остальное находится здесь. Помимо этого, Никосия также является культурной и своего рода образовательным центром Кипра. Большинство университетов, государственных и частных, находятся именно здесь. А вы знали, что Кипр входит в топы среди стран Европы по проценту населения с высшим образованием? Отчасти это возможно благодаря университетам острова. И хочу сразу подметить, эта тема не будет скучной, потому что такие университеты переворачивают наше представление о высшем образовании. Не знаю, как у вас, но у меня в начале 90-х это было похоже на мучение, а не на курорт. В Никосии несколько университетов, а мы сегодня находимся в самом крупном. Он так и называется — Университет Никосии. Он входит в топ-500 университетов мира и является самым крупным на Кипре и в Греции. А ознакомиться с университетом нам сегодня поможет Дмитрий, который является президентом Украинского студенческого клуба. Привет, Дмитрий. Спасибо за твое время. Дима – студент 4-го курса университета Никосия. Учится на инженера и активно участвует в студенческой жизни. Сегодня он наш гид по кампусам университета. Так что подготовьтесь узнать все тайные местечки и пару студенческих хитростей. Мы сейчас находимся в главном здании университета. Здесь у нас главный ресепшн. И отсюда университет разделяется на 2 блока. Блок Б, блок А. И дальше находятся еще разные здания. Называется Европа Билдинг и Миллениум Билдинг. Там проходят в целом лекции у студентов. За последние несколько лет университет серьезно поднял планку, инвестировав более 100 миллионов евро в свою инфраструктуру. Сейчас на территории находится 16 учебных зданий, 3 ультрасовременных общежития, 85 лабораторий, несколько библиотек, кафетерия и даже спортивный центр. Вообще университетская жизнь загружена достаточно не сильно. Студент в целом учится где-то 15-16 часов в неделю. Не удивляйтесь, если заметите, что лекций в неделю не так уж и много. Система обучения здесь нацелена на то, чтобы студенты не только сидели в аудиториях, но и активно занимались самостоятельным обучением и проводили собственные исследования. К тому же, количество занятий может варьироваться в зависимости от выбранной специальности. Что касается количества студентов, в универе учится порядка 12 тысяч студентов из разных стран. Понятное дело, что здесь преобладают греки, киприоты, потому что мы находимся на Кипре. В университете представлено 8 профильных направлений, от бизнеса до медицины. Дальше можешь выбрать программу для обучения, а их, на секундочку, более 100. Если сравнивать с университетами моего времени, то у нас это были трехколесные велосипеды, и мы там все долго и сложно учились кататься. То тут это выглядит очень прогрессивно и технологично. Напоминает сюжет из фильмов про будущее.
Но вот посмотрите, в каком дизайне выполнен кампус. А вот лаборатория факультета биологии. Выглядит так, будто это декорация из фильма. И сейчас кто-то скажет: стоп, снято. Кафетерии здесь не просто места для перекуса. Это то место, где можно поучиться, отдохнуть и даже развлечься. Реально вспоминаю наши столовые, и слезы наворачиваются. Здесь очень много пространства, много разных активити, которые можно поделать. Здесь можно взять, почитать книгу. Также лаунж-эрия, где можно отдохнуть, покурить. Если кто-то хочет уединиться, может зайти в контейнер, там пространство для одного человека. Сиди, кайфуй, отдыхай. А здесь у нас основная кафетерия. Здесь у нас подаются обеды, ужины. Достаточно спокойная лаунж-эрия. Здесь у нас периодически проходят всякие конференции, встреча каких-нибудь дипломатов. Также здесь бывают курсы поваров. И раз в неделю здесь ребята, которые учатся на поваров, собираются и преподносят свои заготовки, учатся быть поварами, рестораторами и так далее. Такие активности тут обычное дело. А как насчет вашего университета? Часто ли вы там слышали про криптовалюты или про запуски ракет в космос? Здесь у нас проходят разные конференции. Недавно, осенью, к нам приезжал основатель Binance, CEO, и здесь все было занято, все было полностью full, много студентов, много разных важных лиц. Также сюда приезжают разные делегации. Здесь были ребята из ООН, из НАСА. Если вы думаете, нам больше нечем вас удивить, вы ошибаетесь. Вишенка на торте – это общежитие. Каждое общежитие, их всего у нас 5, обустроено всей важной инфраструктурой для студентов. То есть здесь есть и спортзал, и комната для студентов, чтобы можно было поучиться в группе с ребятами. И наверху есть еще такая площадка, где можно вечером включить с проектора фильм и посмотреть. Порядка 40 человек посмотреть можно фильм. Вы, наверное, сразу усомнились в его словах. Но не спешите с выводами. Сейчас мы развеем все ваши сомнения. Сейчас мы находимся у двух самых новых общежитий. Называется Six и Triangle. Six, потому что находится 6 башен. Triangle, потому что треугольные балконы. Это самые новые общежития. Они устроены внутри по самым последним студентским технологиям, скажем так. Сейчас я предлагаю пройти в Six, посмотреть, чем он напичкан. И как раз-таки здесь мы можем наблюдать инфраструктуру для студентов. Это лаунж-зона общежития Six. Здесь есть теннис, настольный футбол и бильярд. В следующий раз повезет. Охрана на входе запретила нам ходить по номерам и вторгаться в личное пространство студентов. Поэтому мы просто поднялись на самый верх. Там всего лишь бар для студентов. И да, я тоже сперва не поверил своим глазам. Все выглядит так, словно тебе выпала золотая карта, а не ходишь по бедному. Хотя студенчество у меня ассоциируется с жизнью по бедному. Все эти изменения и современный подход к образованию наталкивают меня на мысль, что такая система будет только вдохновлять новые поколения на творчество и созидание, а не на конфликты. Верю, что мы движемся в правильном направлении к более лучшему будущему. Для тех, кто мечтает жить в центре Никосии с видом на самую большую долину Кипра, Киренийские горы и Центральный парк, есть отличное предложение. Просторные 2- и 3-спальные квартиры, которые оборудованы всем необходимым для жизни. Качественной мебелью, немецкой бытовой техникой Miele, системой «Умный дом», подогревом пола и системой кондиционирования VRV. Но это еще не все. В комплексе есть круглосуточный консьерж-сервис, спа и джим-клуб. А парковка вообще как будто бы пришла из будущего. Лично мне она напоминает фильм «Пятый элемент». Узнать цену и записаться на живой просмотр вы можете, заполнив специальную форму у меня на сайте. QR-код на экране, ссылка в описании, либо написав мне напрямую в WhatsApp или Telegram.
Ну и по традиции в каждом выпуске о кипрских городах мы сравниваем цены на недвижимость. Поэтому и сейчас предлагаю пройтись по районам Никосии, чтобы сравнить цены на долгосрочную аренду. Несмотря на то, что Никосия является столицей, цены на жилье здесь более доступны. Но если проводить сравнение с Лимассолом, то стоимость аренды квартир в Никосии, как правило, в 2 раза ниже. Несмотря на всю магию и историческую атмосферу старого города, жизнь здесь может быть довольно-таки шумно и не слишком уютно. Также здесь живет большое количество мигрантов из разных стран, которые также часто поселяются в этом районе. Но при всем этом одним из явных плюсов старого города является большое количество кафе и ресторанов в округе. Небольшую студию в старом городе можно найти с бюджетом от 600 евро. А вот район Энгами считается одним из самых престижных районов Никосии. Тут близко к посольствам и к частным клиникам. Здесь есть как и старые британские дома, так и современные жилые комплексы. А еще здесь близко к университету Никосии. Что касается стоимости жилья, то аренда квартир здесь начинается от 800 евро. А за таунхаусы и небольшие частные дома цены стартуют от 1500 евро. Агиос Дометиус – это довольно-таки тихий район, идеально подходящий для семей. Тут полно школ, так что с образованием проблем точно не будет. А парки и спортплощадки – это вообще кладезь для тех, кто любит проводить время на улице или заниматься спортом. Хорошую двухкомнатную квартиру здесь можно снять за 1000 евро в месяц. Район Строволос, он же самый заселенный район Кипра, может похвастаться большим выбором магазинов, торговых центров и других коммерческих помещений. Подходит для тех, кто ищет удобства современной городской жизни. Ну и Лация находится на окраине Никосии и предлагает более спокойный образ жизни с доступом к природе. Здесь можно найти хорошие бюджетные варианты в новых домах с хорошей инфраструктурой от 700 евро в месяц. Что я хочу сказать? На Кипре есть очень исторические монастыри, доступные для посещения как только женщинам, так и только мужчинам, а также общие. Действительно, это хорошая возможность, на мой взгляд, потратить полдня на посещение монастырей. Действительно, тот, кто идет с открытым разумом, для расслабления ума, найдет то, что ищет. Возможно, это расслабление, что-то святое, но что точно, это очищение. Послушав совет Сакиса, я решил поехать в деревню Менико, которая всего в получасе от Никосии, в храм святого Киприана Иустиния, с которым меня связывают теплые и дорогие воспоминания. Впервые я побывал там 20 лет назад, и с тех пор оно заняло особое место в моем сердце. Это один из древнейших храмов Кипра, знаменитый храм на Кипре, и освящен он в честь святого Киприана Иустиния. Это святые, которые, я не очень люблю употреблять такие слова, но святые, которые защищают от черной магии, от порчи, от колдовства, от приворотов. Внутри тебя встречает игра света сквозь красочные витражи и красота недавно отреставрированных фресок. Это Кипрский православный храм. И Кипрская православная церковь – это то же самое, что и наша православная церковь. И почти никаких отличий нет. Их всего лишь 3. Во-первых, женщина может входить в храм с непокрытой головой, то есть здесь это можно, и совершенно свободно на это смотрит. Во-вторых, свечи за упокой, за здравие ставятся в одно место. И в-третьих, в храмах находятся такие скамеечки. Называются они православные стасиди, либо православные стоиды. В них можно либо сидеть, либо стоять, поддерживая себя локтями.
Когда будете в храме, не забудьте на записочке написать имена ваших самых близких людей и опустить ее в специальную урну, чтобы обеспечить им защиту и спокойствие под покровительством святого Киприана и Устиния. Минусом Никосии может быть достопримечательность, такая как зеленая линия, разделенная территория. Минус Никосии, что здесь нет моря. Окей, но у нас есть все остальное. Но полчаса, и ты у моря, и я искренне считаю, что каждый заслуживает минимум на день-два, но приехать в Никосию. Мария, вы верите в то, что в один день Кипр станет одной, единой и неделимой страной? Да, я верю в это. Это изменится. Я думаю, что пришло время оставить прошлое там, где оно должно быть. И начать работать над общим будущим. К сожалению, люди начинают не просто использовать, но и жить с войной. Сейчас мы говорим, что у нас 3 войны, очень серьезные для нас, для нашей экономики. Украина, Россия, Израиль с другими. Но мы живем с этим, потому что жизнь очень хороша. Конечно, каждый день у нас есть проблемы, личные проблемы, но это не важно. Жизнь действительно хороша. Она так прекрасна, так что надо жить. И вот на этой высокой ноте мы заканчиваем наше путешествие по Никосии. Не забудьте написать в комментариях свои впечатления о городе. С вами был Андрей и Вита. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и солнечной вам погоды.